Привет всем! Сегодня мы будем готовить еще один вид баклажанов, которые получаются очень вкусными, сочными. И с легкостью можно ими заменить ужин. Для приготовления я взяла 2 средних баклажана и нарежу их вот такими пластами. Вот таким образом мы их расположили на противне. И теперь посыпаем. Я посыпаю смесью соли и перцев. А теперь сверху я их смажу вот так слегка растительным маслом. Вот так мы смазали. И теперь мы отправляем их в духовку нагретую до 180 градусов на 15-20 минут, пока они не станут мягче. А теперь мы будем готовить волшебную заливку. Для этого я взяла кусочек сыра моцарелла, ну здесь грамм 40-50 может быть. Тру через терку мелкую, потому что нам так надо. Еще я взяла 2 вида сыра. Я думаю, так будет вкусней. Одного грамм 20 натру. И другого грамм 20 натру. Мне кажется, так будет вкусней. Берем 3 яйца, разбиваем. Яйца у меня домашние. Вот так хорошо размешиваем, чтобы у нас разошелся желток и белок был не таким тягучим. Беру сыр, добавляю вот в эту яичную смесь нашу. И все хорошо перемешиваю. Вот что у нас получается. И чуток оставила потом посыпать наши баклажанчики. Вот что у нас получилось. Сюда я сейчас накрошу. Теперь я накрошу мелко зелень. Часть зелени я добавлю в эту яичную смесь, яично-сырную смесь. Теперь готовим смесь для панировки. Можно брать только муку, можно брать только панировочные сухари. Я взяла 1 такую ложечку муки и пол такой ложечки сухарей. И сейчас мы обе эти смеси будем приправлять. Сюда добавляю паприку, ну где-то чайную ложечку, и соли, тоже 1 чайную ложку. В эту смесь я добавляю соли чуток, буквально там 1/3 часть чайной ложки. И можно добавить тоже паприки, тоже чайную ложечку. Все это хорошо перемешиваем и ждем наши баклажаны. Вот, полежав в духовочке, они стали вот такими мягкими. Теперь мы их обваливаем в муке с сухарями хорошенечко.
причем. И затем опускаем в нашу смесь. И вот таким образом. Все. Снизу она у нас тоже обмазалась. И ставим на место. Вот что у нас получилось. Оно уже выглядит аппетитно. И, как я уже сказала, можно будет заменить легким ужином. И вот я сыру оставила чуток. Сейчас я этим сыром еще посыплю сверху для пущей вкусноты. Теперь мы это отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Будем держать до появления румяной корочки. Наши баклажаны готовы. Смотрите, как они аппетитно выглядят. Теперь я пробую. Вкусно, очень вкусно.